Друзья мои, всем добрый вечер. Приветствую вас на своем канале. Показываю свои отцветашки. Те орхидеи, которые уже отцветают. Но не все они отцветают. Некоторые даже доращивают краешки цветоносов. У меня сегодня полив. У меня второй полив с Актарой. Так, хочу вам показать детки на орхидеях. У меня их немного, но они есть. Так, эта полка уже полита. Тут, кстати, орхидеи вперемешку с хоями у меня стоят. Хои подрастают, малыши, под искусственным освещением. Ребята, вот у меня есть небольшая коллекция малышек. Вот это конкретно орхидея. Вот с этой красивой малышкой. Уже вечер, плохо видно, но хотелось бы вам все-таки показать это поближе. У меня просто здесь сейчас перестановка. Тоши здесь на полу ждет полива. В общем, ребята, вот эта детка на цветоносе у орхидеи, которая вот только начинает свое цветение, она сделала очень большое количество почек цветочных на цветоносе, но бутоны начала дуть только вот в самом конце. Ну вот так. Эта орхидея, напишу вам как называется, стояла прошлое лето, лето 2024 года на самой верхней полке стеллажа, и на обрезанном цветоносе самостоятельно решила дать детку. Вот в принципе еще весна, летом в конце она это в жару изобразила, родила детку в конце лета жаркого, где-то август месяц. И вот эта детка меньше чем за год вот такая выросла, надо ее снимать. Детка выращена орхидеей самостоятельно по причине, возможно, сильной летней жары. Вот так она решила себя продолжить в детке. Есть у меня еще парочку деток, но вот здесь уже мое вмешательство, которое я произвела вот на этой орхидее, на бабулетке Тамара. Есть у нее еще какое-то название, я не помню. В общем, я мазала большое количество почек на цветоносах. Здесь цитокининовой пастой. Здесь почек я намазала немало. Я здесь просто соединила, видите, вместе все цветоносы. Их количество 3 цветоноса. И смотрите, что изобразили эти почки. Это совсем невероятно, что вот так сработала цитокининка. Видите? Вот здесь какое-то безобразие, ребят, смотрите. Видите? Такая вот просто семья непонятных каких-то зародышей. И только на одной из почек развилась более или менее, подрастает нормально детка. Видите, вот так. Что будет здесь, я просто даже не могу представить. У меня даже есть желание просто это все пообламывать. Вот смотрите, какой капец, да? Не фокусируется камера. Но орхидея себя нормально чувствует, все хорошо. Она продолжает доращивать свои цветоносы, бесконечно цветет. Детку эту пока она тянет, корешки появились. В общем, не знаю, ребят. Вот такое чудо-юдо у нас пытается трехголовая вырасти здесь, здесь. Будет что-то из этого, не будет, не знаю. Либо я пасты переборщила, один раз попробовала. Вот здесь тоже, видите, как бы было 2 попытки, но одна попытка не развилась, а вторая превратилась в детку. Появились листики и появилась вот такая симпатичная детка. В общем, буду ли я это повторять, не знаю.
Ну, посмотрю, сколько времени понадобится для того, чтобы эта детка стала полноценной для отделения и жизни самостоятельной. В общем, вот такой детский сад. Но это еще не все. Есть у меня несколько вариантов пристволовых деток. Это когда орхидея по какой-то причине умирает, и она дает вот так детку, видите, прямо у основания, возле ствола. Вот так у меня повела себя после того, как ее съели трипсы. Вот так у меня выросла орхидея Голдион, по-моему, или как-то она называется. Но она красивая, желтая орхидея. Вот так мы растим теперь детку. Здесь у нас корешки. В общем, я ее пока не трогаю, она сидит на мамке. Вот такая красавица. Есть у меня орхидея, детка, которая развивается у орхидеи с двумя цветоносами из точки роста, моя панда. Я вам тоже ее покажу чуть позже. Кто помнит мою историю с Джулией, история не закончилась. В общем, она у меня высажена в такую вазу с добавлением мха и больших кусочков коры. Джулия у меня обновлена. Мы пополам делили эту орхидею. Вот у нее новый рост корней. И посмотрите, я уже с замиранием сердца думаю, что это? Пристволовые детки? Или это цветоносы, ребята? В количестве 3 штук она опять взялась за свое. Я очень надеюсь, что это цветоносы, а не дети. Мы все ценим ее старания, но я уже 3 детки или даже 4 отправила новым родителям. И вот она опять за свое. Понимаете? Сейчас мы с вами еще посмотрим. Вот мы ее пополам делили. Верхняя половина очень неплохо адаптировалась в этой вазе, в крупных кусочках коры мха живого. Растит корешки. Я недавно поливала, они еще влажные. В общем, ей здесь неплохо. Сейчас вам покажу низ от этой орхидеи. Джулия росла вот в таком горшочке. Мы просто пополам ее разделили. Вот смотрите, это верх орхидеи, это низ. И низ оставили, не тормошили, ничего не делали. Вот так и оставили. С частью корней оставили в горшке. И с частью листьев. Мы оставили 1, 2, 3, 4 пары листьев. Даже вот 5. Ну, можно, не будем его считать. И смотрите, через пару месяцев, что я заметила. Вот здесь. В том месте, где мы обрезали Джулию. Видите? У нас начинается новая жизнь. Представляете? Вот. Джулия не где-то сбоку, а вот именно, ну, в принципе, сбоку. Она разбудила меристему и начинает свой рост заново. Вот такая красота. Здесь тоже, вот я вам показываю, непонятно что, сколько будет детей. И вот здесь продолжать будем свой рост, свою жизнь. На старых корнях. Вот такая вот она живучесть орхидейная, выживаемость. Сейчас покажу вам панду. Панду, у которой из точки роста 2 цветоноса и тоже пристволовая детка. Пока я еще не пошла за пандой, я хочу отделить эту детку от цветоноса. Я просто срежу с кусочком цветоноса ее. Вот так. А уже чуть позже я здесь разберусь, где здесь место крепления. И отделю уже ее именно от этого кусочка цветоноса. Я просто уже на полку не могу ее никак поместить. Видите как? Я думаю, что этого количества корней, этого размера корней достаточно для того, чтобы она уже самостоятельно росла. Я высажу ее в небольшой стаканчик с небольшим количеством коры и кока-чипсов.
И надеюсь, что с ней будет все в порядке. Это уже будет самостоятельное растение. Ну а теперь пойдемте посмотрим на панду. Так, ну вот, еще одна детка, которая выросла на мамке, пристволовая. От Лемуши привет вам. У родительской орхидеи вот такое произошло. Видите, два цветоноса из точки роста. И через время, она очень долго цвела, но через время она вот выдала детку. Эта детка здесь у нее прям на стволе сидит, растит корешки. И вот этот цветонос, вы сейчас можете его видеть, вот это ее цветонос, вот эта детка цветет. Видите, какой красивый, пышный цветонос у детки. А этот цветонос, вот это еще мамкин, она не засушила. И на этом на этом цветоносе основного растения материнского тоже есть пару цветочков. Но вот эта гроздь, это все цветы вот этой, казалось бы, небольшой, еще только развивающейся детки. Вот так она сидит на стволе. Вот еще парочка корней у нее растет. Ой, да у нее уже много корней. Но она пока еще, я думаю, не готова развиваться отдельно. Я не буду трогать, пусть это будет такая семейная посадка. Видите? Ну, а эту я сняла. Сейчас я здесь аккуратно подрежу, отделю, обеззаражу место среза, прижгу перекисью водорода и попробую усадить в грунт, либо уже до утра. Так, и хотела вам показать еще парочку своих деток, которые тоже на цветоносе, но которые развиваются вот в таком 5-литровом сосуде с мхом. Здесь у меня два цветоноса. Если вы увидите, вон там листик зеленый. Видите? Справа. Это цветонос орхидеи Wild Cat. Дикий кот. Вот такой мне сделал подарок. Разбудил в этой среде почку, и плохо видно. Разбудил почку, и уже появился листик. В общем, у нас намечается детский сад. Второй цветонос от орхидеи бабочки кимоно, но здесь просто, как видите, вот он темно-зеленый. Wild Cat цветонос такой салатовый, и там, видите, листик. Надеюсь, что это будет детка. А у кимоно бабочки почки в этой среде во влажной, они, конечно, проснулись, но, скорее всего, что это будет цветонос. В общем, они вот так живут здесь, получают некоторое количество света за счет того, что там живой мох, он держит влагу. Вот так уже много месяцев они там живут. Вот такой способ, кстати, тоже по выращиванию деток. Отцветает орхидея, есть на орхидее вот так вот живые почки. Обрезаете цветонос у основания 1-1,5 сантиметра, и чуть выше, там, где закончилось цветение, и помещаете этот цветонос вот в такой вот сосуд с мхом. Ну, еще все знают, что у меня есть еще один вариант детского сада. Это вообще вариант эксклюзивный. Я вам его тоже покажу. Кстати, видите, мой Микки Кроун неудавшийся. Я вам уже рассказывала про него. Вот такой вот. Вот, смотрите. Недавно уже было видео с участием этих двух деток. Но покажу еще раз для тех, кто не знает, что у меня вот в такой обычной для масла бутылке, для масла, для уксуса в воде уже скоро как 2 года живет вот такая вот семья, которая выросла на цветоносе. Как бы вам показать поближе, я, наверное, поставлю и увеличу. Это 2 детки, которые живут просто в воде.
Цветонос был помещен в воду, на нем были еще бутоны, он просто доцветал. Кстати, краешек цветоноса даже еще пытается развиваться. И было вот ответвление на нем тоже в воде уже выросло. Появились бутоны, но они усохли. Здесь сам цветонос создал вот такую среду. Сначала выдал одну детку, она справа от вас, потом появилась вторая. Корней пока у них нет. Эти детки растут в водной среде. Вот такая сегодня история про деток орхидей, которые могут расти, образовываться вот так в воде, в закрытых влажных контейнерах с мхом, пристволовые и просто на цветоносах. И, возможно, даже вмешательство наше с вами при помощи цитокининовой пасты. Вот даже как это сделать. Вот, например, у меня орхидея. Вот такая красивая бабочка. У нее еще активный рост цветоноса. Видите, бутоны. Можно просто, если куст сильный, и вы видите, что у него есть потенциал, можно одну из почек, но желательно это где-то раз, два, ну вот вторая, третья от основания, снять аккуратно чешуйку, взять цитокининовую пасту, немножко промазать и обратно закрыть чешуйку. Еще желательно почку, которая под чешуйкой, немножечко царапнуть иголочкой и маленькое количество цитокининовой пасты положить на эту развивающуюся почку и ждать. Возможно, в большинстве случаев, мы уже отцветаем, видите, возможно, это может быть цветонос, вот такое вот ответвление, но здесь нет моего вмешательства, это она сама здесь разветвляет свой цветонос. После цветения это как стимуляция произошла обрезанием цветоноса, который отцвел. Проснулась вот эта почка и будет опять цвести, возможно. Но бывает, что если после обрезания отцвел цветонос, вы обрезали его, и вот эта крайняя почка может в жарких условиях выдать вам детку. Вот так получилось у меня вот с этой деткой. После обрезания цветоноса почка не просто проснулась и не начался дальше формироваться цветонос, как возможно здесь, а просто выросла вот такая детка. Вот такой, девочки, небольшой экскурс в деткообразование орхидей. Ну, это чисто мой опыт, мои наблюдения. Я как бы специально деток не стремлюсь выращивать, но вот они сами бывают появляются. И вот смотрите, здесь у меня тоже, кстати, после того, как я обрезала цветонос недавно, это у меня классная орхидея, она всем нам нравилась. Это гибрид Eva Spring King на Black OX Black, на OX Black. И вот я обрезала после отцветания ему цветонос до спящей почки. И вот он порадует, я думаю, опять нас цветением, не таким пышным, но порадует. Видите, там уже бутоны. Так что вот, как и здесь, в принципе. Но если бы я поставила ее где-то вот повыше, там, где было бы жарко, градусов 30 с чем-то, то возможно, что из этой почки образовался бы не цветонос, а детка. Ну, вот такой вот вариант деткообразования в разных условиях у орхидей случается. Так что спасибо всем за внимание. Спасибо, что вы со мной. Посмотрите на эту красоту. Всех обнимаю. Пока-пока. Пишите ваши интересные случаи по образованию деток у орхидей в комментариях. Будет интересно почитать. Спокойной, мирной ночи всем. Ну и напоследок люблю вам показать еще цветущую красоту. Вот. Прелесть. Пока-пока.
Когда-то отземлила. Сейчас только перекисью надо сбрызнуть.